Друзья, всем большой привет! Сегодня с вами поговорим о танке 10 уровня, тяжелом танке ветки СССР, это легендарный ИС-7. Моя первая десятка, на которой я провел достаточно большое количество боев и, в принципе, набирался опыта игры на тяжелых танках. Поговорим сегодня о нем, так что присаживайтесь поудобнее, берите чаек, кофеек, мы начинаем. ИС-7, как я уже сказал, это танк 10 уровня ветки СССР, идет после объекта 257. Хорошая довольно машина, на сегодняшний момент также сбалансирован, в рандоме играется, очень популярная ветка ИСов. Поэтому если вы новичок, можете начинать с нее. Это очень хорошие танки, начиная с КВ-1С, я говорил в прошлом видео по объекту 277, кто не смотрел, посмотрите. Начиная с КВ-1С, это очень крутая машинка, на которой на 6 уровне можно реально нагибать. Дальше идет ИС, тоже классный танк, ИС-3 вообще бомба. 257 такой он своеобразный, там нужно понимать углы для выезда бортом. И, соответственно, десятка ИС-7. По орудию у нас разброс 0.38, сведение 2.72, ДПМ 2500. Ну, то есть прям пушка, она вредная. Иногда будут моменты, когда вы с полным сведением будете не попадать. Это стандартный советский такой дрын, который не всегда попадает, но бывает может сходу забросить очень-очень неприятно. По сборке оборудования очень много разных вариаций, то есть каждый подстраивает оборудование под себя. Я для себя выбрал это закалка, досылатель и турбонагнетатель. Многие ребята играют вентилятор, стабилизатор, досылатель. То есть можно экспериментировать и нужно, потому что у танка много разных применений. Вообще это штурмовой танк прорыва, да, но можно на нем играть как и позиционная машина, потому что броня, благо, позволяет это делать. Башня у нас летая советская, ничем не пробивается. Корпус тоже рыхлым назвать сложно. Сейчас с вами посмотрим коллижен через минутку и поговорим более детально о броне. По перкам экипажа у нас, как всегда, боевое братство и ремонт. Без этого никуда. Дальше перки уже по усмотрению. Поэтому давайте сейчас зайдем в коллижен и там уже посмотрим по броне. А дальше глянем бой. Поехали в коллижен. Коллижен модель этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас щучий нос. Приведенка в лобовой проекции 340-350. Это очень хорошее бронирование, то есть в ВЛД вас практически никто ничем пробивать не будет. Все зависит от угла. Если вы езжаете, как всегда, под углом к противнику, выворачивая от него щучий нос, сразу там приведеночки 250 вас будут пробивать. НЛД довольно рыхлый, 240, но приведенки 240, так-то он 150. Но если доворачивать, как видим, получается уже 270. Башня летая, как я говорил, башню ничем абсолютно пробить нельзя. Только кумулятив Яги Е100 может пробить вас в маску, и то не каждым выстрелом. Борта очень классные, есть фальшборд, там 1000 вообще миллиметров приведенки. От борта играть одно удовольствие. Но смотрите, тактика выезда на ИС-7, вы либо выезжаете в лоб, главное, чтобы НЛД было закрыто, либо когда едете к противнику носом, начинаете вилять со стороны в сторону. Так вы создаете дополнительный угол бронирования, и вас будет сложнее пробить. В позиционке никогда не доворачивайте корпус к противнику, потому что ваша щучья броня сразу начинает терять свою приведенку. Это очень важно, потому что у него в щеках боеукладка находится, и вас могут часто выбивать танки с большим калибром. Играя от борта, аккуратно, плавно откатываетесь назад, доворачиваете башню, даете шот, заезжаете обратно. То есть угол нужно открытие делать небольшой. Это, скажем так, на словах довольно сложно звучит, но на практике вы после 10-20 боев уже поймете, как нужно играть именно в плане танкования на этой машине. Поэтому давайте сейчас посмотрим бой, посмотрим, как игрок накидал огромное количество урона. Поехали в бой. Бой у нас на карте Тундра забросила игрока с ником Mind Cemetery из клана Deluxe в бой с восьмерками, то есть много восьмерок. По оборудованию у него турбонагнетатель, досылатель и стабилизатор. Нагнетатель и досылатель трофейный, стабилизатор боновый. Играть будет на full голде с доп-пайком, то есть играть будет на максимальный результат. Карта Тундра здесь, извиняюсь, у нас две позиции для ТТ. Одна из позиций, это можно поехать на горку, куда очень часто ребята катаются, это квадрат D8, D9, да. И вторая, это квадрат Е1 по первой линии, то есть в целом, куда он и направляется. Я, не изменяя себе, бой не смотрел, для того, чтобы мои эмоции были естественными. Сейчас с вами посмотрим, на что способен ИС-7 в умелых руках. У этого парня у нас две отметки уже на стволе. Видимо, раз он играет на голде, он идет на третью отметку. Я за себя скажу, что я две отметки набил абсолютно без голдовых боев.
то есть используя голду только в тех случаях, когда она необходима. Но, честно говоря, каждый выбирает для себя тип геймплея, который ему нравится. Если человеку просто комфортно, да, играть на машине на full голде, никто его не имеет права осуждать. Светится сразу Риночеронто, он сюда поехал с большим количеством тяжей. Видим, что рядом с ним БЗ. Сзади идет Калибан и Сэм. Дает первый выстрел по Риночеронто, 570. Танкует 490. Второй выстрел Риночеронто также танкует. Броня ИСа очень крепка, он здесь стоит за холмом от башни, то есть выкатывается аккуратно ромбом. Пробить его будет в такую проекцию довольно трудно. Видим, что НЛД за этим холмом у него скрыто. Может спокойно набрасывать по противникам. Танкует Е4 триплексом. Как видим, прошло буквально 1,5 минуты боя. У него уже 1500 урона и 2000 натанковано. У ИСа 7 крайне крепкое бронирование. То есть, если играть правильно и вы знаете слабые зоны вашей машины, вы сможете отбивать большое количество урона и проходить ТТ задания на танкование. Много противников сюда приехало. Счет у нас пока что 2-1. Проезжает Е5. Вторым выстрелом по Е5 не получается пробить его бронирование. Увы. Но благо у него очень много снарядов. 3 фугасика также имеется. Я, друзья, вам напоминаю, если вам нравится контент и вы хотите с большей регулярностью его смотреть, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. То есть мне очень приятно, что у нас уже 140 человек. Классно то, что вы пишете комменты, что мы можем с вами пообщаться. Есть также возможность поддержать канал на Патреоне. Если есть желание, в описании будет ссылка. У него уже 2998 урона у нашего сегодняшнего героя, 2000 натанковано. Прошло буквально 2,5 минуты боя. Как видим, от позиции И7 крайне сильная машина. Выехать на него довольно трудно, потому что у него не самая долгая перезарядка. По пушке он сегодня играет со стабилизатором, то есть у нее точность на порядок выше, чем, допустим, на моей сборке. Стабилизатор, в принципе, это must-have на ИСе, если вы играете в такой активный тип боя, где нужно проезжать и так далее, то почему бы и нет. Пока бой заморожен на этой стороне, нужно разменивать противников. Здесь также подъехала вражеская Яга Е100. Очень опасный противник, может из-за своего калибра сваншотить любую десятку. Конечно, на Яге геймплей вообще сам по себе довольно скучный, но есть люди, кому эта машина нравится. Я сам являюсь обладателем этого танка. И иногда выкатываю ее в рандом, потому что она способна делать боль. Но, друзья, если вы играете на Яге Е100 на голде, то вы делаете что-то неправильно. Там достаточно бронепробития на стандартных снарядах. Не портите, так сказать, свое впечатление о машине. Убили они уже вражеский Е5, подкатывается потихоньку к Яге, он принимает решение продавливать, танкует Тигра. Тигр для него абсолютно не соперник, потому что базовым снарядом он его никогда не пробьет. Возможно, где-то выцелит голдой, что Тигр и пытается сделать. Разминает Ягу. В такой позиции, где Ягпанцер не может спокойно выехать и прострелить, то есть ошибается, едет вообще не пойми куда. Я думаю, союзники доберут его. Нет, не рискует, решает его добрать сам. В принципе, абсолютно правильно делать, потому что потерять 1000 очков прочности от Ягпанцера — это дело очень неприятное. Добирает, успевает перед смертью Ягпанцер добить Т-30. И едут они вдвоем с Вазиком на бедного Тигра. ВЗ-111 5АК тоже крайне мощный танк, который очень-очень способен прорывать направление. Это альтернатива ИС-7. Очень хороший танк, мы о нем также обязательно поговорим в одном из моих видео. Е4 дал неприятный шот по Вазе. Видели, что она была практически фуловая, но теперь остается шотным. Нужно грамотно разбирать Е4, что он и делает, не подставляясь. Е4 решает поехать вперед. Альфы должно ИСу хватать, чтобы его добивать. Ну, башню он его никак не пробьет, это 100%. Не хватает буквально 2 очка, чтобы добить Е4. Видим также его Су-130ПМ не пробивает. Сходу добирает ПТ и проезжает дальше. Прошло 4 минуты боя, 4,5. У него уже 7000 урона имеется, 3720 заблокировано. 5 фрагов. Как видим, разорвали просто они здесь направление с союзником. Умирает Су-130ПМ, и перед ним остаются только танки, которые заняли гору. И, возможно, где-то в квадрате
F6 находится вражеский Т-30. Также неприятный танк. Нет, он уехал дальше к базе. Надеюсь, на захват он становиться не будет, потому что в бою еще реально много урона можно нанести. Не пробивает его вражеский ВЗ-120. Как видим, чаще всего он в позиции щучьим носом к противнику. То есть, в такой позиции у него здесь сумасшедшая приведенка. Мы с вами смотрели 350 мм. Грамотно очень использует бронирование своей машины. Так и нужно играть на И7. Вы должны понимать прекрасно, в чем сила вашего танка. Тогда максимально будете эффективны в бою. Добивать нужно ВЗ. Пробивает в такой проекции его, конечно, ВАЗик, потому что он ехал на него сверху вниз, и таким образом ВЗ смог выцелить НЛД и нанести ему, так сказать, первый урон в этом бою. Решает проезжать на гору, там находится КР Нарван и Кобра. Также дальше поехал Бараск. Убили здесь Т-30. Опасных танков для него просто не осталось. Кобра, возможно, конечно, но я слишком сомневаюсь, не слишком просто сомневаюсь в возможностях Кобры, которая сможет раздамажить фуловый И7. Ставил на каток Каена. Вторым выстрелом его добирает. Вернее, не добирает, друзья, а ставит на каток. Проезжает вражеский Бараск. Каена нужно добирать, потому что ДПМная машина. Конечно, вряд ли он сможет пробить И7 в лобовую проекцию, но тем не менее нужно добирать. Нет, смотрите, смог. Смог пробить также в НЛД. Да, пробивает в НЛД. Сейчас союзный Калибан поможет ему с КР Нарваном. Ему нужно добирать Браска. Отлично. Фугас зарядил специально для Бараска. Дает по нему 593 урона. Кружит слева вражеская Кобра. Он отстрелял практически все снаряды, зарядил фугасы. Перезаряжает назад на подкалибр. 7 фрагов у него есть, 10100 урона. 4160 заблокировано. Дает шот по Кобре, 504. Кобра это барабанная машина на фугасах. Ну, такую проекцию он ему ни черта не сделает. Все 3 снаряда он отдает по ИС-7. И финальным выстрелом наш сегодняшний герой ставит точку. Если понравилось видео, вы знаете, что делать. Палец вверх, подписка и до новых встреч. Пока-пока.